С вами Muse1 и это обзор новой версии виджета Reclick. Виджет предназначен для реклика с одного элемента на другой. Через этот виджет вы можете, например, настроить реклик с нескольких элементов на один триггер лайтбокса. Таким образом, можно вообще убрать лайтбокс со страницы и кликать не по триггерам лайтбокса, а по отдельным кнопкам. И это всего лишь один из сценариев использования данного виджета. Версия 3.0 была полностью переработана, добавлено 6 отдельных сценариев работы виджета, реклик с элемента на элемент, реклик со строки выпадающего списка на элемент при загрузке и при уходе со страницы, реклик после отправки стандартной формы и реклик на триггер выпадающей панели. Для каждого из этих сценариев работы написана отдельная библиотека. Каждую из этих библиотек можно подключать по отдельности. Теперь вам не потребуется подгружать на страницу лишние скрипты, вы используете только то, что вам нужно. Подключать библиотеки можно как удаленно с сервера Muse1 или с CDN. Также можно прикрепить файл библиотеки, который будет прилагаться к виджету, или прописать путь к файлу библиотеки вручную. Подключать библиотеку при вставке копии виджета на страницу требуется только один раз. Когда вы вставляете вторую и последующую копию виджета на странице, подключать библиотеку повторно больше не требуется. Также в версии 3.0 была добавлена группа параметров, отвечающая за второй реклик, то есть в одной копии виджета можно настроить два полноценных реклика. И также добавлено еще 10 дополнительных рекликов, это стандартные реклики с элемента на элемент. Под элементом понимается как стандартный блок Adobe Muse, созданный стандартными средствами через инструмент прямоугольник. Также под элементом понимается триггер лайтбокса, ссылка, изображение, текстовый блок. В общем, любой элемент, который не относится к прочим сценариям, которые перечислены в параметре назначения. Теперь посмотрим на возможности виджета. Первый пример – это открытие выпадающей панели. В библиотеку виджета будет добавлено 4 выпадающие панели, каждую из которых вы можете настроить по своему усмотрению средствами Adobe Muse. Левая панель. Для каждой панели можно будет настроить скорость анимации, то есть скорость открытия. Внутрь панели можно класть любые элементы, будь то текст, изображение, формы, все что угодно. Такая боковая панель переделана из стандартного лайтбокса. И всего лишь с одним лайтбоксом вы можете использовать сколько угодно разных боковых панелей, добавляя в этот лайтбокс триггеры. Сейчас я открыл вторую левую панель. Панели могут закрываться как по кнопке закрытия, так и по клику на ту же самую кнопку. На одной странице можно использовать сразу несколько боковых панелей. В настройках виджета можно указать количество раз срабатывания реклика. В параметрах виджета у меня указано, сколько всего раз я могу открыть правую боковую панель. 1, 2, 3. И при следующих кликах у меня панель больше не открывается. То есть при желании можно ограничить количество открытий боковой панели. С помощью верхней панели вы можете настроить выпадающее меню. Естественно, верхняя панель оформляется по вашему усмотрению, при желании можно растянуть на всю ширину экрана или задать определенный размер, равный ширине страницы. Как я уже сказал, можно создавать сколько угодно однотипных выпадающих панелей, добавляя триггеры в лайтбокс. Но также можно использовать всего одну выпадающую панель, передавая в нее данные при реклике с кнопки на триггер панели. По нажатию на данную кнопку у меня открывается нижняя панель, то есть первый слайд нижней панели, а по нажатию на вторую и третью кнопку открывается второй слайд нижней панели, в которой передается информация. То есть, когда я нажимаю на вторую и на третью кнопку, у меня открывается один и тот же слайд нижней панели. И сюда передается текст и изображение. Передачу текста и изображения можно настроить не только для реклика и открытия выпадающих панелей, но и для любого другого типа реклика. Следующий сценарий работы виджета – это реклик со строки выпадающего списка на какой-либо элемент. На этой странице у меня установлена стандартная форма, к которой подключен бесплатный виджет Dropdown List. Это виджет для создания выпадающего списка в стандартной форме. Виджет вы можете скачать как в группе Muse1 ВКонтакте, так и с моего сайта Muse1.
И с помощью виджета Reclick настроен переклик при выборе определенной строки выпадающего списка. Над формой установлен обычный lightbox, и реклик происходит со строки выпадающего списка на триггер lightbox. Реклик не обязательно может быть настроен на триггер lightbox. Это может быть ссылка, либо ссылка на якорь. То есть реклик можно настроить абсолютно на любой элемент. Еще один сценарий работы виджета — это реклик после загрузки страницы. В следующем примере я сделал реклик на открытие lightbox после загрузки страницы. Спустя 3 секунды. Переходим по ссылке, у нас открывается третья страница, проходит 3 секунды и автоматически открывается lightbox. К слову, используя промежуточный реклик, вы также можете автоматически открывать и какую-либо из боковых панелей. Для реклика, который будет срабатывать после загрузки страницы, можно настроить общее количество срабатываний. В настройках у меня указано 2. То есть, если я сейчас обновлю страницу, то есть зайду на нее еще раз, у меня этот lightbox откроется снова спустя 3 секунды. И теперь, если я буду заходить третий и последующие разы на страницу, lightbox у меня больше открываться не будет. То есть можно задать общее количество срабатываний реклика. В следующем примере реклик будет происходить, когда пользователь попытается покинуть пределы страницы. Открываем страницу, попытаемся ее закрыть и видим, что у нас появляется lightbox. Lightbox будет появляться один раз за сеанс, то есть когда я попытаюсь второй раз покинуть пределы страницы и закрыть ее, lightbox больше не появится. Но можно установить общее количество срабатываний. То есть когда я во второй раз зайду на страницу и попытаюсь снова выйти, lightbox закроется второй раз, так как в настройках виджета у меня установлено 2 срабатывания. Обновим страницу, попытаемся покинуть ее пределы в третий раз и видим, что окно больше не появляется. То есть также можно задать общее количество срабатываний реклика. Настроить реклик при уходе со страницы можно не только на триггер lightbox, но и на любой другой элемент. Также вы можете настроить реклик на промежуточный элемент для открытия одной или нескольких боковых панелей, когда пользователь пытается покинуть пределы страницы. Следующий сценарий работы виджета — это реклик после отправки стандартной формы. Заполняем стандартную форму, отправляем и видим, что после отправки автоматически открылся lightbox. Реклик не обязательно делать на lightbox, можно сделать его на любой другой элемент. Также в виджете предусмотрена возможность вызова своей пользовательской функции. Вы можете написать свою функцию и вызвать ее после совершения реклика. И далее несколько очевидных и не очень примеров использования реклика. И как я уже говорил, реклик можно настроить для разных элементов на открытие lightbox. Здесь у нас 3 разные кнопки, и каждая из них открывает один и тот же слайд lightbox. Естественно, эти кнопки могут находиться в разных местах страницы, и вам не нужно вставлять несколько копий lightbox на страницу, тем самым перегружая ее. Достаточно вставить один раз lightbox на страницу и сделать реклик с разных элементов на открытие. Следующий пример. Допустим, когда пользователь прокручивает страницу, вам нужно в определенный момент открыть lightbox и показать ему какую-либо информацию. Вы можете на своей странице установить прозрачную область, то есть прозрачный блок, при наведении на который откроется lightbox. Пользователь просто будет прокручивать страницу, и в определенный момент, когда курсор наведется на нашу область, откроется lightbox. Самое главное установить в виджете количество срабатываний 1, чтобы при закрытии и повторном наведении этот lightbox не открывался. В настройках виджета вы можете сами указать, при каком событии будет срабатывать реклик. Чаще всего используется событие клик, но как вы видели в последнем примере, потребовалось использовать другое событие – событие наведения курсора. Кроме этих событий присутствует также двойной клик и ряд других событий, которые вы также можете использовать при реклике. При наведении курсора на элемент можно указать вид, который будет принимать курсор. По умолчанию это рука. И для каждого из ранее рассмотренных сценариев работы реклика можно установить все присутствующие здесь параметры, такие как задержка перед рекликом, количество срабатываний, передача текста и изображения,
условия срабатывания и вызов своей функции. Более подробно мы рассмотрим настройки виджета в следующих видео, в которых я покажу, как настроить каждый из присутствующих здесь параметров работы виджета. Скачать демо-версию этого виджета вы можете на сайте MuseOne. Переходите на сайт, кликайте по карточке виджета и скачивайте демо-версию. Заказать виджет вы можете все так же с этого сайта, либо из группы MuseOne. Переходите в группу MuseOne ВКонтакте. В разделе «Контакты» кликайте по ссылке и отправляйте мне личное сообщение.